Город Кострома, входящий в состав Золотого кольца России, является, на мой взгляд, одним из лучших в своем окружении, а по таким показателям, как чистота и ухоженность улиц, вообще является лидером. Вначале давайте определимся, где же находится Кострома. Она расположена на реке Волга, до нее от Москвы всего 4 часа на электричке или на машине примерно так же. Двигаться нужно строго на север. На мой взгляд, стоит побывать в Костроме именно в летнее время, и вам тогда посчастливится увидеть ее зеленой и живописной. А если отъедете от нее буквально 3 километра по реке Волга, то вас ждут трепетные пейзажи и полный релакс. Я предлагаю убрать романтику и обсудить прозаичные вещи, например, цены на билеты. А это значит, что пришло время традиционной рубрики «Цены». Если вы решите поехать на поезде, то вам прямиком на сайт железных дорог. Там вам надо всего лишь зарегистрироваться и купить билет. Примерно вот по такой цене. А если на машине, то вам на бензоколонку. Цена бензина пока вот такая. И стоимость поездки будет зависеть от степени прожорливости вашего двигателя. Я же решил поехать на электричке. И я начну свое знакомство с городом Кострома с железнодорожного вокзала. Этот современный транспортный узел принимает сотни пассажиров каждый день и является важной точкой входа в город. Чтобы тут же погрузиться в атмосферу города, я решил пойти пешком. Путь от вокзала до центра города проходит по чистым и ухоженным улицам. По пути встречаются как современные здания, построенные в эпоху социализма в 70-х годах 20 века, так и старинные дома, сохранившие дух прошлого, и таких здесь пока большинство. И еще встречаются интересные названия в сфере услуг. Видимо, здесь живет очень креативное население. Но есть и такие названия. Универмаг – это почти уже забытое слово в обиходе столичных жителей. А здесь еще держится, но внутри это уже обычный ТЦ. Когда я приближался к центру, меня очень удивило, как можно было построить это здание среди построек 18 века. Ну, прям такой современный центр 21 века. Ну, какое-то все плоское, стеклянное. Но прежде чем мы начнем осматривать достопримечательности города, немного истории. А история здесь полностью состоит из загадок. Начнем с основателя. Сейчас считается, что город основал Юрий Долгорукий в 1152 году. Эту дату предложил историк Татищев. Но его версия не единственная, и исторических источников, подтверждающих ее, пока не найдено. Однако в летописях город упоминается только с 1213 года. Сейчас можно говорить уверенно, город существовал задолго до первого упоминания его там. А самое интересное, на мой взгляд, даже не кто основал, а почему так назвали город. И существует аж 8 версий. Сейчас я вам о них расскажу. И самый простой вариант объяснения названия по имени реки, на которой стоит город. Река Кострома, левый приток Волги. Именно у слияния этих рек и стоит город. Но это не объясняет, почему река была названа именно так. Версия номер 2. Так называлась соломенная кукла, которую сжигали во время летнего обрядового цикла. Но праздник этот четко привязан к циклу полевых работ, его проводят после уборки хлеба. Так что, скорее всего, эта традиция сюда пришла с юга и вряд ли имеет местные корни. Пожалуй, на этих двух версиях и остановимся, именно о них будут говорить на экскурсиях. А если вам интересны оставшиеся 6 вариантов, можете сами погуглить, иначе половина выпуска будет о названии. Далее, на протяжении своей истории, Кострома много раз горела. Здесь перечислю только значимые даты. Но после каждого сильного пожара город снова восстанавливался.
Можно даже сказать, что пожары стали одним из определяющих факторов развития города. После опустошительного пожара 1773 года Кострому перестраивают по новому генплану. Она приобретает нынешние улицы и основные городские площади. И к началу 20 века вид с набережной Волги становится таким. Ну а до наших дней главный гостиный двор постройки 1793 года дошел в таком состоянии. Так как гостиный двор был построен в виде замкнутого прямоугольника с большим внутренним двором, то во дворе решили еще сделать одноэтажные мелочные ряды, предназначенные для продажи галантереи. Надо заметить, они отлично вписались здесь и выгодно используют его площадь, сформировав внутри небольшие торговые улицы. Большая часть построек сохранилась почти в неизменном виде и выполняет основную функцию по настоящее время. И где-то здесь снимали всем известный фильм «Жестокий романс». Выйдя из рядов, направляемся в сторону Сусанинской площади. По пути встречается множество туристических групп. К слову, туризм здесь демонстрирует устойчивый рост из года в год. Ну а я тем временем по пути к площади увидел интересный памятник в сквере. И называется он «Котам и собакам, пострадавшим от автомобилей». Ну а за ним памятник Сусанину. Где всегда можно встретить много туристов. А гиды вам расскажут и покажут такие небылицы и издевательства поляков над бедным Сусанином, что волосы встают дыбом от такой истории. Где, в общем-то, встретил Иван Сусанин поляков, прежде отвезти их на Исуповское болото. Обширная достаточно территория, 8 на 14 километров. Там можно было потерять не одну армию. Ну и смотрите, казнь Ивана Сусанина поляками, когда они поняли, что он их обманул, что он завел их туда, где им была бы неминуемая гибель. Нужно сказать, что сцена облагорожена. Никто вот так Сусанина не убивал. Поляки, когда поняли свою ошибку, посадили его с живого на кол и саблями отрубали от живого по куску. То есть живого постепенно умертвили вот таким вот жесточайшим образом. Но все это скорее вымысел, чем правда. Если бы копаться в истории, то возникает много вопросов к этой версии. Возможно, никуда он их и не водил. Но как бы то ни было, эта легенда о Сусанине прижилась среди крестьян того времени. И сейчас есть даже официальная тропа по Исуповскому болоту, где в конце пути поставлен камень-памятник. А прям совсем рядом с памятником Сусанину стоят палатки с сувенирами и изделиями изо льна. Но цены там туристические, то есть не дешевые. Парадство, уж не будем говорить радости, но были. Также неподалеку есть центральный рынок Костромы, где при входе вывешены большие фотки улиц города начала 20 века. И приезда императора Николая II в честь 300-летия дома Романовых. Ведь именно отсюда, в 1613 году, и начинается история этой фамилии во главе государства. И с этого же года Кострома приобретает особенное значение в истории русского государства, как колыбель династии Романовых. Внутри обычные ряды, где можно купить одежду и овощи по более экономичным ценам, чем в Москве. Ну а потом я пошел от памятника Сусанина вниз, к набережной реки Волга. По пути попался музей с интересным названием. Надо сказать, гуляя по улицам Костромы, каких только музеев я не увидел. Такое ощущение, что тут местная власть прям помогает их открывать. И тем самым способствует местным жителям с образованием. Однозначно, у Костромы прям черный пояс по музеям.
Спустившись к набережной, всегда можно увидеть на причале 2 или 3 круизных лайнера. Также небольшие теплоходы. А ширина реки Волга в черте города составляет около 600 метров. И если вы никуда не спешите, на стендах ознакомьтесь с популярными местами Костромы и Костромской области. Ну а на противоположном берегу, местные называют это Заволжье, есть хороший пляж для купания. Я же решил не откладывать надолго и немного покататься на теплоходе, полюбоваться великолепными и неповторимыми видами Костромской земли. По пути было всего 2 остановки, и я так понял, в основном используют этот теплоход, чтобы доехать до дачи или вернуться в город. Цена поездки совсем небольшая. А пейзажи берегов Волги очаровывают вас до глубины души. Моя однозначная рекомендация. Ведь река Волга – это сердце Костромы. Здесь можно насладиться спокойствием природы, погулять по живописной набережной, любуясь видами на реку и город. А как здесь обстоят дела с питанием? Ведь одними достопримечательностями сыт не будешь. В историческом центре города имеется множество кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет. В них можно вкусно и сытно пообедать. Например, хинкали, которые готовят прямо при вас. По ценам практически не отличающимся от московских. Или блинчики с сытными начинками. Но здесь цены дешевле, чем в Москве. Также можно посетить ресторан «Рога и копыта», чтобы пообедать в атмосфере 20-30-х годов 20 века и почувствовать себя Остапом Бендером. В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это, ранний ужин или поздний обед. Некоторые из вас служат и едят белый хлеб с маслом. Другие едят бутерброды с черной икрой, а некоторые даже и с красной. Третьи получают пайки, и только беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. Но самый аутентичный музей-ресторан с воссозданным меню из 19 века я вам покажу немного позже, и его точно стоит посетить. Вкусно пообедав, я решил немного сократить свой путь, чтобы посетить музей костромского сыра, и был удивлен состоянием внутренних дворов в самом центре Костромы. Они, мягко говоря, в плохом состоянии. Эти рисунки, конечно, хоть как-то похожи на творчество, но место им скорее не здесь. Интересно, куда смотрит местная мэрия? Надеюсь, в ближайшее время они приведут дворы в точно такой же чистый вид, как и главные улицы. На улице Чайковского, в старинном купеческом особняке конца 18 века, доме Резчикова, представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия. При входе вы тут же попадаете в интерьеры и философские изречения, посвященные только ему. Прикол, здесь даже в туалете все в сырной тематике. А вы вообще слышали об этом слове? Я вот его только тут узнал. Обязательно, перед тем, как сюда прийти, нужно позвонить и узнать о наличии свободных мест. Экскурсия проходит за 50 минут. Конструкция известна с 19 века, но существование свое они продолжили в веке 20 и в Советском Союзе также активно использовались. Но самый любопытный экспонат нашей коллекции находится здесь. Вы узнаете о сырных байках и традициях, вам покажут всю технологию производства. Сюда добавят его хлористый вариант, хлористый кальций. Зачем он нужен? Но дело в том, что при сквашивании, если в молоке будет не доставать вот этого самого элемента, молоко просто рассыпется на кучку маленьких таких хлопьев. Нам этого не нужно. Нужно, чтобы получился плотный сгусток. И хлористый кальций нам в этом как раз поможет. Ну и, конечно же, сюда еще будет добавлена специальная бактериальная закваска. Для каждого сорта сыра... Далее
попытайтесь подоить корову. И самое главное, попробуйте настоящие костромские сыры, так как обязательно дегустация в конце экскурсии здесь постоянно. На дегустации будет сыр с орехами, грецким и миндалем, с медом и оливками, печеньем и, конечно, с бокалом вина. Если вы любитель сыра, то вам обязательно стоит побывать здесь, в необычном и уникальном в своем роде музее сыра. А недалеко от музея в начале 20 века на берегу Волги стоял Кремль. При коммунистах его снесли, на данный момент воссоздали только один храм. А подойдя к памятнику Ленину, встретил очередную группу туристов и услышал вот такую историю этого места. Здесь хотели сделать памятник царской династии в честь 300-летия на престоле. Приехал Николай II, одобрил макет и начали возводить. Но революция помешала. Коммунисты оставили только постамент, а чугун переплавили в Ленина. Интересно, здесь тоже когда-нибудь воссоздадут, как было? А вы как думаете? А далее я сажусь на автобус и еду по чистым старинным купеческим улицам в Ипатьевский монастырь. Цена билета. Время в пути от центра 10-12 минут. Вообще, центр Костромы – это настоящий музей под открытым небом. Ипатьевский монастырь находится на стрелке между Волгой и ее притоком рекой Костромой. По легенде, монастырь основал бывший татарский военачальник Чет в 1330 году, пришел в Москву на поклон к великому князю Ивану Калите и принял крещение, отказавшись от своей веры. В ответ Калита подарил новокрещенному Захарию землю под Костромой. Отсюда пошла не только династия Годуновых, увенчавшаяся недолгим царствованием Бориса Годунова, но и династия Романовых. Сюда же, в наше время, неизменно приезжали все три президента России. Ваше превосходительство, многоуважаемый Борис Николаевич, мы с вами находимся в древних стенах Троицкого собора Ипатьевского монастыря. В 1330 году Дата основания, упомянутая в легендах 1330 год, по сей день часто оспаривается учеными. При входе в первую очередь бросаются в глаза цены буквально за каждое действие туриста. Больше всего удивила отдельная цена за фото и видео. Я был в китайских монастырях, и цена там только за вход, и то дешевле, чем здесь. Так как история этого монастыря очень большая и заслуживает отдельного видосика, я вам покажу лишь ее часть, в начале 20 века. В 1919 году революция докатывается и до Ипатьевского монастыря. Многие постройки уничтожаются. В тех же, что чудом уцелели, размещаются для жилья работники местных заводов. На территории монастыря делают детский дом и военные казармы. Чуть позже появляется стадион и танцевальная площадка. Все ценности вывозятся в Москву. В 1958 году общежитие расселяют, и в монастыре делают Костромской государственный исторический архитектурный заповедник. Сегодня монастырь постепенно восстанавливает свое влияние. Не зря же сюда приезжали все без исключения президенты России. Борис Ельцин летом 1998 года, Владимир Путин весной 2005 года, а Дмитрий Медведев в мае 2008 года, на 8-й день после вступления в должность президента Российской Федерации. В наше время внутри Ипатьевского монастыря для обычного туриста доступно к осмотру всего 5 мест, так как внутренняя территория монастыря не очень большая и не все еще восстановлена. Я очень надеюсь, в будущем вход сделают бесплатным. А напротив монастыря есть трактир-музей «Расстегай», куда обязательно надо зайти пообедать. Ведь меню здесь воссоздано по рецептам 19-го, начала 20 века из кулинарной книги Елены Малаховец. Цены на блюда вполне приемлемые, а после подачи вам расскажут историю блюда и как его употреблять. Мне запретили съемки в этом ресторане.
Далее, немного обогнув Ипатьевский монастырь и встретив по пути этого милого тузика, я двигаюсь к Костромской слободе. Пешком идти всего 5 минут. Костромская слобода – это музей под открытым небом, где собраны дома деревянного зодчества с 17 по 20 век, привезенных сюда из деревень Костромской области. При входе в музей, заплатив за вход, цена билета невысокая, здесь можно взять гида или походить одному сколько угодно времени до закрытия. Если включить воображение, здесь можно увидеть, как жили и чем пользовались люди в те далекие времена, в какие заведения ходили и познакомиться с народными ремеслами. А в самом начале осмотра слободы стоит церковь Спаса Всемилостивого из села Фоминское начала 18 века. Эта постройка – классический представитель древнерусского зодчества. Собрана без единого гвоздя. Как она противостоит природным силам такое количество времени – загадка. Внутри все просто и аскетично. Запах дерева и благоприятная энергетика. Выделяются только массивные перекрытия. Внутренняя обстановка напомнила советский фильм «Вий». Место, где сейчас стоит церковь, очень живописное. Сюда приезжает много художников. В некоторых домах есть экспозиции, где показан крестьянский быт и домашняя утварь, как обычных крестьян, так и богатых купцов того времени. Здесь, в доме Лоховой, представлено все, что требовалось для жизни в 17 веке обычному крестьянину. Да и сейчас мы недалеко ушли. В некоторых деревнях все то же самое, за исключением электрических лампочек и газовой плитки. А в этом трехэтажном доме купца уже и комнат побольше, и побогаче обстановка, вещи более насыщенного цвета. Есть сани и сундук, где деньги лежат. Будете в Костроме, обязательно посетите это место. Моя рекомендация. А что представляет собой Кострома в настоящее время? Здесь живет 265 тысяч человек, есть современные пищевые и текстильные производства, а также деревообработка и выпуск изделий из дерева, машиностроительные заводы и заводы стройматериалов. И, как я уже говорил, туристический поток растет с каждым годом. Здесь есть где погулять и полюбоваться не только стариной, но и неспешно погулять по набережной. Съездить на теплоходе по Волге, а еще полетать на воздушном шаре прямо над городом. Привет, Каппадокия! Ну и как итог моего путешествия. В Костроме прошлое встречается с настоящим, а красота природы переплетается с богатой историей и культурой. В общем, моя однозначная рекомендация – посетить этот город и почувствовать его уникальную атмосферу.